Сегодня я расскажу о том, что реально представляет из себя карта желаний. Мы разберем, как работает данный механизм и почему у одних людей все материализуется, а у других людей нет. И в конце я расскажу, как сделать карту желаний, чтобы ваши цели начали материализовываться как можно быстрее. Давайте сначала разберем, что такое карта желаний. Карта желаний – это информация, которая отображает ваши цели и желания в виде картинок. На самом деле это мощный инструмент. Даже с точки зрения классической психологии и построения бизнеса, целеполагание – это довольно рабочая практика. Если коротко говорить, то карта желаний – это ваш личный проект материализации. Это своего рода карта пути, которая направляет ваше подсознание к вашим определенным целям. Как же это все дело работает? Ваше правое полушарие, то бишь подсознание, связано с энергоинформационным полем нашей планеты, которое в свою очередь содержит в себе бесконечные знания. Это поле является своего рода хранилищем информации о том, как можно достичь любого желания, независимо от того, насколько оно кажется недосягаемым для вашего сознания. Когда вы осознанно формируете карту желаний, вы даете своему подсознанию ясный и конкретный ориентир, показывая, в каком направлении вам нужно двигаться. Этим самым вы запускаете сигнал в систему, как мы любим все выражаться, во Вселенную, и правое полушарие начинает активировать внутренние ресурсы и поиск кратчайших и наиболее, что важно, эффективных путей для реализации ваших целей. Процесс создания карты желаний включает в себе визуализацию и выражение своих стремлений в виде символов, в символической форме, ведь наше подсознание мыслит символами, что в свою очередь настраивает наше правое полушарие на волну реализации и открывает доступ к возможностям, которые раньше могли бы оставаться незамеченными нашим сознанием. Таким образом, наше правое полушарие, обладая этой уникальной способностью, начинает работать как мощный инструмент, помогающий нам не только находить решения, но и привлекать в жизнь то, о чем мы мечтаем, используя скрытые механизмы взаимодействия с окружающей средой. Итак, а теперь разберем основной вопрос, который заключается в том, почему у одних людей карта желаний срабатывает, а у других нет. В сети можно наблюдать два вида людей, которые об этом рассказывают. И они говорят, что карта желаний буквально изменила их жизнь и помогла достичь всех целей, в то время как другие считают это полным заблуждением и вообще эзотерической бредней. И по сути, оба мнения имеют право на существование, по сути, оба правы. И здесь нужно вспомнить об одном из главных законов нашего мира. Чтобы желаемое перешло с информационного поля в физический мир, его необходимо наполнить энергией. Энергия в нашем случае – это наше внимание и наши действия. Дело в том, что карта желаний начинает функционировать исключительно при условии, что вы наполняете ее энергией. К сожалению, многие оказываются в ловушке эзотерики, полагая, что медитируя, визуализируя, мечтая, вы сможете осуществить свои мечты. И в принципе такой вариант тоже возможен, особенно для женщин, но для этого требуется сильная фиксация, дисциплина ума и правильные системные женские программы и настройки. Но мы имеем такую ситуацию, что сейчас почти что все женщины включены в социальный мир, социальную гонку. Достижение целей за счет своей энергетики у них не получается. И без конкретных шагов, направленных на достижение целей, никакого прогресса в получении цели, в получении желаемого не будет. Существует очень хороший пример вообще с построением дома. Представьте, что вы разработали проект своего идеального дома, который включает в себе все продуманные детали. Вот вы продумали все, от фундамента до того, каким цветом будет диван в вашей гостиной. Однако, даже если у вас есть это великолепное видение, оно остается лишь на бумаге, если вы не предпринимаете никаких конкретных шагов по реализации построения своего дома.
Таким образом, карта желаний начинает работать только если вы будете двигаться в сторону своих целей, предпринимать хотя бы какие-то шаги. Ну и теперь давайте, как правильно создавать карту желаний, чтобы она начала работать. Вы должны понимать, что создание карты желаний – это настоящий магический ритуал. Для него нам нужны определенные атрибуты, правильное время, правильное место и, главное, рабочее состояние нашей энергетики. Важнейшим аспектом вообще является это наше энергетическое состояние, в котором мы находимся во время создания этого артефакта. Подходит медитативное состояние, при котором внутренний диалог отключен и позволяет активировать нам нашу сердечную чакру и проводить процесс не с рациональной точки зрения, а с помощью чувств и интуиции. Такое состояние вообще является ключом к успешному воплощению ваших желаний, не только в этой практике. Какой же день выбрать для создания карты? Лучше всего выбирать дни силы, когда энергетика особенно концентрирована и имеет определенные качества и характеристики. Это может зарядить вашу карту желаний и сделать ее более мощной. Создавая карту в такие дни, вы посылаете мощный сигнал в систему, засвечиваете, показываете системе свою карту и тем самым начинаете стягивать на себя нужные события и атрибуты для реализации желаемого. Для женщин особенно еще выигрышным также для этой практики будет время полнолуния, когда идет активация женского источника и женщина становится в унисон с миром. Также тоже хорошим днем будет новолуние, особенно в знаке Земли или огня. Это будет служить хорошим началом для нового жизненного этапа. Что по времени суток? Для выполнения ритуала самым наиболее хорошим временем является раннее утро, особенно время рассвета, когда природа пробуждается и особый вид энергетики витает в нашем пространстве. Выберите спокойное место, где вас никто не побеспокоит, и создавайте условия для сосредоточенности, наслаждаясь каждым мгновением создания своей карты. Таким образом, вы сможете наполнить вашу карту желания не только конкретными целями, но и энергией, специальной энергетикой, необходимой для их осуществления, что в конечном итоге приведет к реализации того, чего вы так стремитесь достичь. Теперь хранение карты желаний. Прежде всего, я бы рекомендовала разместить свою карту желания в том месте, где вы проводите значительную часть своего времени, чтобы она как можно чаще попадала вам на глаза. Однако, несмотря на это, крайне не рекомендуется показывать свою карту желаниям другим людям, и чтобы она попадала на глаза им. Это связано с тем, что любое внешнее вмешательство и оценка вашей карты могут создать нежелательную энергетическую связь. Например, если кто-то начнет рассматривать вашу карту, формируя свое мнение о ваших целях, это может привести к тому, что их мысли и сомнения, их энергетика начнут влиять на вас. Например, их критические замечания могут вызвать у вас неуверенность. А правильно ли я стремлюсь к этому? Может, они правы, может, мне это не надо. Могут посеяться такие сомнения. И даже если вы будете полностью уверены в своих целях, в том, что вас не пошатнуть, мозг будет обрабатывать информацию о чужих мнениях, что приведет к внутренним конфликтам и рассеиванию вашей энергетики. Таким образом, если у вас нет возможности скрыть карту желаний в личном пространстве, лучше всего хранить ее в комоде или в месте, где она не будет на виду. Это позволит сохранить фокус на ваших целях и уменьшить влияние посторонних мнений на ваш артефакт. Также бывает очень часто такой случай, вы можете работать, прикладывать усилия для исполнения ваших желаний, а все будет сбываться, например, у вашей подруги или у вашей мамы, которая рассматривала вашу карту. Не буду глубоко сейчас в это нырять, но такое часто тоже бывает. Нужно ли забывать про свою карту желаний? После создания карты вы можете убрать ее в шкаф, если провели ритуал правильно, это важно. Она будет работать на уровне подсознания, и вы о ней можете забыть, и все будет хорошо.
В моменты, когда вы испытываете апатию или теряете мотивацию, карта может служить мощным источником вдохновения, стоит лишь ее пересмотреть. А потом отложить обратно в шкаф до лучших времен, так сказать. Это действие напомнит вам о ваших целях, настоящих целях, поможет зарядиться энергией и вновь настроиться на продуктивный лад, позволяя вам продолжать движение вперед. После создания карты желаний важно понимать, что ее основная функция заключается в работе на уровне подсознания, что позволяет вам активировать ваши намерения и цели, даже если вы не осознаете этого непосредственно. Однако, следует помнить о том, чего делать не стоит. Частое ежедневное созерцание карты может создать иллюзии, что вы активно занимаетесь реализацией своих целей, в то время как на самом деле это может привести к так называемой энергетической утечке. Когда вы разглядываете карту, ваше подсознание уже получает необходимые эмоции, необходимые чувства, как будто это уже все сбылось, и потом на физическом плане ничего не происходит, так как энергия вся рассеялась и пошла, скажем так, не туда, куда нужно. Таким образом, важно находить баланс между вдохновением от карты и реальными шагами к ее реализации. И нельзя никогда высматривать ее целыми днями, это называется выинивание энергетики. Подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. В своих видео я буду рассказывать о законах нашего мироздания, о магии и о том, как добиваться своих целей и управлять своей реальностью с помощью знаний законов энергетики.